Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Вот таким будет конец в итоге. А пока начну с того, на чем закончил в прошлом ролике. В прошлом ролике я закончил на декалях, которые нанес на модель. Но образовал сложность с иллюминаторами. На декалях диаметр окна больше, чем на модели, поэтому виден белый ободок, которого быть не должно. Исправляю простым способом. Наклеиваю декальные иллюминаторы на модель, но только в тех местах, где это необходимо. Вот так-то лучше. Невооруженным взглядом разницы не видно. Теперь нужно покрыть все это глянцевым лаком. Следующий этап – смывка. Использую нейтрального цвета на White Spirit от MIG Production. Наношу жидкость кистью на расшивку. После высыхания при помощи ватной палочки White Spirit удаляю излишки. Получилось вот так. Вроде как недурно. Еще раз покрываю лаком модель. Теперь финишным. Обычно этот шаг я пропускаю, а здесь захотелось попробовать данный лак. Давно очень лежит и еще не пользовался. Теперь осталось по мелочи. Вернее, много мелочи. Шасси. Створки у меня есть в двух вариантах. Одни из набора пластиковые, другие фототравленые. Буду ставить их. В инструкции они такие красивые, ажурные. Хотя на самом деле этого ничего нет. Просто кусок железки. Хорошо хоть тонкие. Передняя стойка шасси. По передней стойке данные разнятся в двух инструкциях. Книжка есть. В книжке тоже особо ничего не понятно. Но зато понятно, что торчат два штыря.
Это на самом деле цилиндры поворота. На стойке в модели торчит один толстый штырь. Но есть еще и фотография. Здесь видно все лучше всего. Вот фару хорошо видно. Начну с цилиндра, убираю родной, откусываю его. На его место два тонких сделаю из литника. Вот так. Фару поставлю травленую и пошаманю еще с травлением. Так поинтереснее теперь выглядит передняя стойка. Основные стойки упростил как смог. Там особо ничего не видно, а по инструкции сделать не представляется возможности от слова совсем. Ну вот прям совсем. Теперь остались совсем мелочи. Это антенны и стеклоочистители. Тут, пользуясь тонким сверлом, просверливаю отверстие и вставляю. Все очень просто, но надо быть аккуратным. Тонкие вещи очень часто теряются. Благо, иногда производители допов дают дополнительные такие вещи, за что им низкий поклон. Нацепил все, что мог. Одну деталь все-таки потерял. Запасной нет. Поэтому буду вставлять пластиковую. А чтобы ее поставить, нужно ее сточить. Ну, тонкая, чтобы была. Щетки стеклоочистителей поставил за кадром. С камерой перед лицом откровенно неудобно было это делать. Проблесковый огонь на киле делаю из капли эпоксидного клея. И заключительный аккорд – это капля глянцевого лака на посадочные огни. Все было очень просто, не правда ли? Спасибо вам, спасибо мне, и я пошел. И крутилочку под хорошую музычку в конце. И до скорой встречи, мои дорогие друзья.